конечно, наша репетиционная база, как и любая другая, не обходится без барабанов, потому что барабаны — это то, что так громко и круто звучит на концертах, и мне лично нравится тот драйв, который они дают, тот запас динамики, который в них есть, потому что это очень громкий инструмент. На записи у нас вы не всегда их услышите, иногда это электроника, или иногда они так переобработаны, что их невозможно узнать, но тем не менее мы, конечно, с ними репетируем, придумываем песни и, конечно, выступаем. И поэтому вот эта самая наша установочка, много раз с нами собираемая, переделываемая, всегда с нами здесь присутствует. И Серега, привет, наш барабанщик, расскажет и покажет, я надеюсь, что здесь вообще такое? Ну что, собственно, барабаны как барабаны, о чем здесь рассказывать? Мы находимся на домашней студии группы Theodore Bastard, и сегодня я вам расскажу о том, какое оборудование я использую на репетициях, а также что я использую в своей концертной деятельности вместе с группой. Конечно, есть несколько особенностей, которые адаптированы под уже нашу схему работы. В первую очередь это связано с тем, что я играю стоя, а чтобы играть стоя максимально комфортно, надо, чтобы все барабаны были немножечко повыше. Поэтому здесь есть ряд нюансов. Это определенные стойки, которые должны быть выше обычных, как, например, стойка для малого барабана. Напольный том, который также используется постоянно, должен быть выше, чем напольный том, который находится в стандартной барабанной установке. Здесь мы, конечно же, описываем эти нюансы в райдере, когда куда-то едем. Вот. А здесь мы просто заказали ножки к этому тому, которые выше стандартных, и высота стала оптимальной. Том, кстати, достаточно древний. Федор вот о нем знает практически все, и сейчас вам расскажет. Да, он с нами путешествовал многие годы. Конечно, сейчас мы его используем только для репетиции, потому что это фирма Амати, и не надо морщиться, для репетиции ее достаточно. Но у этого тома есть необычная история. Он, по слухам, он из Новосибирского еще в советские времена рок-клуба, в котором когда-то играла даже Гражданская оборона. Но, в общем, тем не менее, мы его ценим. И, кстати, неоднократно его в свое время брали у нас на прокат, как это ни странно. И даже такая знаменитая дарфолковая группа западная, как Current 93, собственно, играли на нем на концерте своем в Red Club. Так как я играю стоя, у меня абсолютно нет возможности открывать и закрывать хай-хет ногой. Партии группы таковы, что это жизненно необходимо для того самого грува, который создан в песне. Поэтому я очень долго думал, очень сильно экспериментировал, как сделать ощущение открытия хай-хета, используя при этом только руки. И в итоге я пришел к тому, что у меня два хай-хета. Один полностью закрыт, второй немножечко приоткрыт. И играя какие-то вещи именно в груве, в ритме, я между ними переключаюсь, и создается эффект открытия и закрытия хай-хета ногой. Первый хай-хет, который я использую в закрытом виде, 14-дюймовый хай-хет американской фирмы Saluda. Второй хай-хет, который я использую в открытом виде, это Paiste, серия Traditionals, 13 дюймов. Ну, в представлении он не нуждается, это тарелка топ уровня. Идем дальше. А вот это Roland SPD SX, перкуссионный модуль, он же перкуссионный контроллер, сэмплер, устройство, которое совмещает в себе очень многие приборы, которые раньше существовали по отдельности. Сейчас я вам расскажу, как его используем именно мы. Мы используем очень много электронных звуков, которые нет возможности воспроизвести на акустических инструментах. И как раз таки вот именно этот прибор нам позволяет все это делать. Как вы заметили, я не использую бас и барабан, и бочка у нас запрограммирована на компьютере вместе с басом. И с помощью Роланда я также управляю запуском этих партий. Самое важное и самое интересное, что он еще также является и контроллером по управлению светом. Я тоже сказал свет. Тьмой. Мы управляем тьмой. Самое интересное, что он еще является и контроллером по управлению видеоинсталляцией.
Все песни запрограммированы в этот модуль. Здесь прямо вот видны их названия. Я между ними переключаюсь. И автоматически по MIDI каналу у нас происходит переключение этих же самых песен в нашем мультитреке в программе Reaper. Я слышу клик, начинает играть партия бас-барабана и партия бас-гитариста, под которую мы все играем. Да, я раньше не понимал, вот приходишь на концерт и видишь, ну, просто группа делает просто потрясающее шоу. Думаешь, как они, ни с того ни с сего, из тишины они вместе начинают одновременно играть песню. Потом у них пауза, никакого отсчета в хай-хет, никакого отсчета палочками, и они вместе из этой тишины вновь выходят в нужную долю все одновременно. Думаю, вот это профессионализм, вот это, да молодцы, какая сыгранность. Но есть определенные хитрости и помощники, которые музыкантам помогают держаться в одном времени. Это метроном, который звучит в ушах у каждого участника группы и создает общее движение времени во время игры. Вот для примера это звуки, которые мы используем для песни «Пустота». Мы их загрузили в этот модуль, сделали необходимые обработки и играем их на концертах живьем. При желании можно нарулить абсолютно любой звук, который именно звучит у вас в голове. У вас в голове? Нет? Нет? Любой звук. Ну слушай, я просто подразумевал одно, да, сказал другое. Это крэши фирмы Paiste, серия 20 Custom. Очень люблю эти крэши, они не очень яркие, в них есть определенная темная такая сторона, которая мне очень не нравится и очень хорошо вписывается в общий саунд группы. Классный звук, да? Итак, идем дальше. Есть вот такая очень интересная тарелка фирмы Meinl. Это мини-чайна, 14 дюймов Томаса Ленга. Звучит она не просто как обычная чайна, по причине того, что у нее есть джинглы. Джинглы как на тамбурине, вот если обратите внимание. И есть определенные песни, например, на мой взгляд, вот без этой тарелки песня Darkness никогда бы не была такой, какой она есть. Следующая тарелка это Ride. И этот Ride фирмы Sabian, конечно же. Видите, у нас здесь очень много представлено разных тарелок. А все почему? Потому что самое главное в выборе инструмента это звук. И все тарелки, которые здесь присутствуют, в своей общей массе, они дают именно тот нужный, правильный саунд, который слышите вы в итоге на концертах. Серия Double H, 20 дюймов, отличный райд, который обладает своим неповторимым песочным тоном и прекрасным беллом. Сейчас послушаем. Рекламировали и Meinl, и Paiste, и Sabian. Zildjianов только нет. Потому что они такие цены устанавливают на тарелку. Это я снял. Еще есть сплэшка. Сплэшка фирмы Paiste, рефлекторы 12 дюймов. Красота! Вообще про тарелки, которые я в принципе использую в своей музыкальной жизни, я вам еще расскажу чуть позже, потому что мы поедем еще ко мне на базу, где я занимаюсь самостоятельно, и там тоже есть что посмотреть. А далее я вам расскажу про малый барабан, который живет в группе очень-очень давно. Это стальной Людвиг 14×5,5, который, безусловно, также является частью оригинального саунда группы. И я, конечно, хотел предложить что-то еще, но Федор запретил, поэтому... Я хочу сказать, обычно все барабанщики, когда видят этот
Людвиг барабан стальной, который в свое время я выкупил у человека, потому что мне понравился звук, как он входит в электронику, потому что самое главное же в барабанах не только то, как они грувят, а когда мы играем с электроникой, чтобы они входили по тембру в этот самый звук, сэмплерный и так далее, который мы используем. И этот барабан мне настолько понравился, что я его выкупил, притом довольно задешево. И много-много лет мы его используем. И каждый раз, когда где-то на студии или вот Серега там увидел его, и говорит: господи, что это за... Он весь потрепанный, он весь помятый, и кажется, что ну как на нем можно играть, даже немножко стыдно, но когда вот на нем играет барабанщик, он говорит: да, а барабан-то звучит. Вот подтверди этот момент. Да, так и есть, поэтому он здесь, он звучит, и он с нами на репетициях, и, ребята, он с нами на концертах, то есть он ездит с нами везде. Давайте послушаем. Еще есть вот такой очень интересный блок от фирмы Latin Percussion. Он очень яркий, очень пробивной. Его вы можете услышать в песне «Такая Мия». Кстати, там он, собственно, создает все основное ритмическое движение для этой песни. Очень классно звучит. И, конечно же, тамбурин. Тамбурин фирмы Pearl на стойке используется практически в 80% песен. Он съемный. Например, на песне «Зима» я его снимаю со стойки, передаю Яне, и она устраивает там шоу для вас. Потом мы его ставим обратно и продолжаем концерт. Это потом, знаешь, черно-белое в конце. Всегда между кадрами говорится самое интересное. Расслабленной атмосфере. А дальше мы перемещаемся ко мне на базу, где я занимаюсь, где я придумываю интересные барабанные рисунки, ритмы и в целом провожу достаточно много своего музыкального времени. Вот мы наконец-то добрались до моей точки, и сейчас я вам буду все показывать и рассказывать. Погнали! Вот она моя комната, где я занимаюсь сам, играю различные грувы, репетирую с музыкантами и в целом провожу здесь 80% всей своей жизни. Для этих целей я использую барабанную установку Yamaha Stage Custom. Это отличная березовая барабанная установка, которая, на мой взгляд, идеально подходит для этих целей и в соотношении цена-качество является одним из лучших вариантов. По моему мнению, вообще конкурентов нет. Так что если вы ищете именно установку для занятий, себе на точку, для того, чтобы писать какие-то демо-записи или репетировать с группой, мне кажется, это просто идеальный вариант. Это вообще не реклама была сейчас, однозначно. Здесь вот такой небольшой замечательный уголок для гитаристов. Далее мы переходим к уголочку для басистов. Он, естественно, находится рядом с барабанами, чтобы хорошо друг друга слышать. Здесь вот этот вот парень постоянно за мной наблюдает, не дает мне расслабляться. Сердце точки — это пульт Behringer XR18. Отличный пульт, который, на мой взгляд, подходит для большинства репетиционных точек. Да, имеет 18 каналов, имеет 6 ауксов, что очень важно. Так что можете мониторить свою банду индивидуально, и будет вам счастье. И диванчик для гостей, что очень важно. Так что все удобства. Ну что, ребят, сейчас вам более подробно расскажу про свои барабаны. На всей барабанной установке, на своих малых я использую пластики фирмы Evans уже довольно-таки давно. В данный момент на установке на томах стоят гидравлики красные, на бочке стоит Emmet Heavyway. Про малые барабаны отдельно расскажу чуть позже. Сейчас я вам расскажу про свои тарелки. Уже давно я являюсь поклонником фирмы Paiste, как оно так исторически сложилось, и, собственно, имею несколько вот интересных комплектов, которые постоянно использую. Одна из любимых серий, да, наверное, самая любимая, это, конечно же, серия 2002. Если вот вам ее покажу. Это вот такие замечательные тарелки, которые, наверное, всем очень широко известны, потому что на них сыграно безумное количество музыки. Мой сет 2002 тарелок состоит из 18-го крэша, 20-го
крэша достаточно большой, и 22-го райда. Вот он такой. И medium hi-hat 14. В принципе, можно прокачать хорошо любую площадку, любой звукорежиссер только скажет спасибо за такие размеры. Вот. Ну и, конечно же, нужно помнить, что с таким сетом в маленький клуб соваться не надо, иначе выступление любой группы, с которой вы играете, просто-напросто превратится в барабанное соло и сплошной тарелочный гул. Не забывайте об этом. А вообще, все, что касается тарелок, я безумно люблю райды. И вот хочу вам отдельно сказать, что в этой жизни можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как выглядит Blue Bell Ride. Ну, ребята, вы посмотрите, это же просто произведение искусства. Я вам могу сказать, что когда я в первый раз увидел эту тарелку, я просто влюбился в нее и сразу же понял, что рано или поздно она будет в моем сете. И, собственно, вот она здесь. Джазмены точно не оценят, но ребята, которые любят играть потяжелее, ну, эта тарелка просто бомба. Я на ней сегодня обязательно поиграю, и вы все услышите сами. Продолжая тему райдов, хочу рассказать, что есть у меня вот такой еще замечательный райд 20-дюймовой серии Dimensions, который уже давно нет. А райд у меня такой есть. Играю я на нем уже очень давно, он у меня, наверное, лет 6 или 7. Собственно, до сих пор в строю активно его использую. Прекрасная универсальная тарелка. Так что, если что, имейте в виду. Есть еще вот такой вот, также 20-й райд серии Traditionals. Работает он у меня вместе с хай-хэтом той же серии 13-дюймовым. Вообще серия Traditionals тоже одна из любимых. Прекрасный звук, прекрасная артикуляция, супер. Как я уже говорил ранее, да, у меня был опыт работы с американским кастом-шопом, это компания Saluda, и вот это райд их фирмы. Райд 20-дюймовый серии Nemesis, достаточно тяжелый. На нем я играл в одной такой тяжеленькой группе лет 7 назад. Ну прям рельсина тяжеленная, ну вообще. Здесь у себя на точке для подзвучивания барабанов и записи я использую микрофоны AKG. Ну, такой самый стандартный барабанный набор. Для томов это P4, для бас-барабана это P2, оверхеды P17. И периодически я также использую триггеры на бочку и на малый барабан. Триггер, который я ставлю на малый барабан, он двухзонный, то есть он как снимает звук удара в пластик, так и звук с обода, что очень удобно, можно использовать абсолютно разные звуки, что сделает вашу игру богаче. Вот. И триггер на бас-барабан. В концертных вариантах я, как правило, эти звуки подмешиваю к основному акустическому звуку для, ну, скажем, такой более плотной игры. Все, что касается педалей. Вот уже как, наверное, лет 8 я играю на педали Pearl Eliminator 2002. И, в принципе, менять ее ни на что не собираюсь. Отличная педаль, которая делает свою работу просто шикарно. Ну что, теперь я расскажу про малые барабаны, которые я использую в своей музыкальной деятельности. И хочу сказать, что малых барабанов никогда не бывает много, это точно. Раньше у меня был один малый барабан, и я думал, что я с помощью него смогу сделать все, что я захочу, все те музыкальные идеи, которые возникают в голове. Но шло время, музыкальные коллективы менялись, в различных музыкальных ситуациях я понял, что одного малого барабана недостаточно, и, собственно, их количество начало расти. Малый барабан для барабанщика — это продолжение его индивидуальности, можно сказать, что это его голос. Естественно, малый барабан должен отлично звучать, именно так, как хотите вы. Ну и, конечно, он должен просто офигительно выглядеть, потому что эстетика барабанная — это тоже очень важно. И вот первый барабан, про который я хочу рассказать, это барабан фирмы Yamaha, это именной барабан Винни Колаюта, номерной. Этих барабанов выпущено не так уж много, это ограниченный тираж. Это клен, это 14 на 5,5, такой довольно-таки классический размер.
Прекрасный барабан, который очень хорошо раскрывается при таком среднем настрое на нетолстых пластиках, дает прекрасный тон, очень легко снимается микрофонами и, по сути, можно играть в абсолютно любых стилях. Следующий малый барабан — это барабан фирмы Pearl. Это пикколо, размеры 13×4. Строю я его достаточно высоко и использую в сете как второй малый барабан. Ну, про барабаны, я надеюсь, все мы рассказали довольно подробно. Если чего-то вам непонятно, как всегда, пишите в комментариях, мы ответим. Сергей, барабанщик наш, ответит. Какие-то вопросы, детали. До новых встреч!